Камера видеонаблюдения с AliExpress. Магазин AceCam на AliExpress, многие знают, хорошие цены и качественные товары по видеонаблюдению. Заходи, видеорегистраторы, коммутаторы, блоки питания, камеры видеонаблюдения, комплекты. Очень много комплектов уже готовых видеонаблюдения, видеорегистратор плюс камеры. Или же пиши мне в Telegram или в комментариях, я тебе подберу по твоему требованию, дам тебе ссылку, тебе останется только заказать. 8 мегапикселей, поворотная камера, модель ее, DHCP по умолчанию включен, то есть ты эту камеру подключаешь к своему роутеру домашнему, и он ей автоматически присваивает свободный IP-адрес. User name admin по умолчанию, пароль от 1 до 6, PoE 48 вольт, или же питание 12 вольтовым может быть. Как заявляет производитель, это... По сути, это Hikvision, тот бюджетный вариант Hikvision, те же самые функционал Hikvision, то же самое качество картинки, только за небольшую стоимость. Такие камеры я вам часто показываю на своем канале, и реально они работают и имеют хорошие характеристики. Карта памяти до 128 поддерживает, можешь заказать в комплекте на 128 гигабайт, укомплектует тебе продавец. 32 или вот 64, 128. Здесь макулатура идет. Инструкция полезна, наверное, тем, что можем задавать функционал камеры по пресетам. Я так подозреваю, потому что такую инструкцию я уже где-то встречал. Камера имеет и слежение, и за человеком, и определение автомобилей. Да, вот функция Instruction List. Пресет такой-то отвечает за такую-то функцию. Ну, то есть табличка есть, и это очень классно, что вот это все есть. Понятного языка нету, но по-английски можно перевести. Эта инструкция, я так понимаю, для всех таких камер по такому типу, по типу Hikvision. Но может быть в таком корпусе, может быть в большом корпусе с большими светодиодами, поворотная такая, полноценная, можно сказать. Это у нас вот такой купольный вариант камеры. Значит, приложение VideoLink. И я вам показывал камеры с приложением VideoLink и говорил, что в общем мне приложение нравится. Люди там писали, что есть нюансы некоторые. В общем-то, приложение нравится. 2 шаблона для разметки установочных мест. Почему 2? Потому что в комплекте с камерой идет кронштейн стеновой. Камера-то по сути имеет... Так, что тут? Как? Уже продетый туда. По сути, камера имеет потолочное крепление. Но есть и вариант стеновой. Крепление и дюбели муфта на RJ45. Кронштейн пластиковый показывал я вам на одном из обзоров. Такой. В общем-то, вот, чтобы долго не рассказывать. Но этот, видите, более качественный, потому что он имеет уже втулки резьбовые. Вот такие есть кронштейны. Чтоб не мучился, втулки резьбовые есть. Прикручиваешь много мест, ну, чтобы совпадали различные тут отверстия, какие хочешь, такие совмещаешь. Совмещаешь, и у тебя камера это занимает стеновое крепление, крепишь ее на стене. А так она без кронштейна, в основном поворотный вариант, то есть потолочный вариант. Винты крепления дополнительные идут в комплекте, вот в пакетике с дюбелями для кронштейна. Вот они мелкие такие. Для крепления именно кронштейна металлического к пластику. Совмещаем отверстие, прикручиваем винтами из комплекта металлический. Вот эту металлическую шайбу к кронштейну. Далее накидываем камеру, винты и прокручиваем. Есть вариант для более плотного прижатия камеры. Эти винты можно подкручивать. Они регулируются. Раз и провернул, зафиксировал. И вот камера уже готова к установке. По заявлению производителя в этой камере установлена 8-мегапиксельная светочувствительная матрица. Картинка с этой камеры должна быть отличная как днем, так и ночью. И на этом видеообзоре я посмотрю с вами это первый раз. Ну и покажу вам, сам буду смотреть и вам показывать. И после этого обзора я камеру тебе могу продать в Украине по цене AliExpress. Вот по цене закупки из Китая. Получил, проверил,
и ты увидел, нужна, пиши в Telegram ко мне, я тебе зайду в личку и приобретешь у меня ее. 8 мегапикселей по максимуму, с возможностью уменьшения разрешения. Это поворотный вариант камеры с оптическим зумом. Имеет варифокальный объектив от 2,8 мм, изначально идет широкий угол 2,8 мм, и до 13,5 мм, по сути, пятикратный зум оптический в этой камере есть. Видите, затемненное стекло идет, такое пластик, купол пластиковый. Камеры практически, если не присматриваться, и на определенной высоте она стоит, то ее незаметно, что она вращается внутри, там приближает, следит за кем-то. Внутренности камеры, модули, на процессоре установлен радиатор. В общем-то, все по уму сделано. Камера имеет встроенный микрофон. Ну да, имеет залито вон отверстие для микрофона, но есть у нее еще и дополнительный аудиовход для подключения выносного микрофона. Сам варифокальный объектив, слот для карты памяти. Сразу карту памяти берем и устанавливаем, пока открыли крышку. Камера поворотная, в двух плоскостях, поворачивается. Приводы стоят. Инфракрасные светодиоды ночной подсветки. Белых здесь нету, чисто инфракрасные светодиоды. Камера в металлическом корпусе. Это алюминиевый сплав, посередине идет прокладка силиконовая. Камера получается полностью, ну, для всепогодной установки, работы на улице. Полностью она готова. Это POE вариант камеры, POE адаптер вот имеется, 48 вольт. Ты подключаешь ее своим POE видеорегистратором или к своему POE видеорегистратору, или к коммутатору, или же одиночным блоком POE. Также ты ее можешь подключать. И это та камера, которая имеет полную совместимость с Hikvision-овскими видеорегистраторами. То есть ты ее подключил, и она полностью работает как твоя камера Hikvision. С этим видеорегистратором они имеет полный функционал. Управление с Hikvision-овского видеорегистратора также имеет. И также эта камера будет работать по OnVIF протоколу с другими видеорегистраторами других производителей. XMI, Dahua должна работать. И по вот 12-вольтовый выход есть, то есть вход на питание. В случае чего вдруг 12 вольтами ты хочешь запитать эту камеру. Первое подключение, как обычно, буду делать на столе. После первого подключения я камеру отключаю, выношу на улицу, устанавливаю. Просто к ней один кабель по POE 48 вольт будет идти. И она уже со всеми настройками, то, что я настроил ее на столе, она будет работать. POE блок питания 48 вольт, 0,5 ампера для одной камеры. Подключу ее этим блоком здесь. LAN — это разъем, кабель подходит от роутера, от моего. И кабель на камеру, который будет идти, подключаю в разъем POE. И по одному кабелю будет идти и питание, и данные с камеры. Блок питания коммутирует, POE разъем на камеру подключил. Кабель может быть до 100 метров. Может быть и больше, если ты подключил там к POE коммутатору, у которого есть возможность больше 100 метров. Вращается камера. Не видно, видите, ее под этим стеклом. Плохо заметно, как она вращается. Ну, посмотрим, как эта камера будет работать в основном в ночном режиме. Потому что вот эти камеры купольные имеют свои некоторые минусы именно по ночной картинке. Некоторые работают отлично, вообще без проблем. У некоторых засветки бывают, поэтому посмотрим. Тестирует она и варифокальный объектив, варифокальный, поворотное устройство. Все, какое-то время ждем. Ты эту камеру можешь самостоятельно отслеживать из любой точки мира. Вот так подключил ее, установил на улице. Нету у тебя, например, системы видеонаблюдения. Но на будущее ты, например, планируешь установить. Одну камеру эту купил, тренируешься на ней. Установил приложение Videolink, ты проходишь там регистрацию, почта, как обычно. Камера остановилась, готова уже к подключению. Зеленый светодиод в режиме мигания, такого хаотического. Добавить новое устройство или плюс. Wi-Fi нет, двухдиапазонный нет, устройство 4G нет, проводное подключение. QR-код считываем с наклейки на камере, все просто. Смотрите как, здесь не надо никаких этих получать кодов верификации. Привязать устройство, что мы пропишем.
Шлюз, еще такого названия не было. Можешь сам написать. Можешь потом поменять. Привязать устройство. Успех привязки. Где оно? Вот оно. Протягиваем, обновляем список устройств. Заходим. Не в сети. А сейчас уже и в сети. Слушать. Не слушать. Классная четкая картинка. Ну, оно сразу видно. Доступ на камеру есть. И зеленый светодиод мигает постоянно, часто. Повороты различные. Картинки, если нужно. Четкость, HD четкость, Low четкость. Ну, то есть качество видеопросмотра. Также регулируешь. Звук. И микрофон есть установленный, помимо того, что еще есть выход на внешний, но микрофон уже установленный и довольно-таки качественный микрофон. Clouds есть облако, также можно присоединиться к облаку, на облако сохранять записи. Снимок, запись на смартфон сделать. Сообщение пришло, обнаружена новая карта памяти, которую необходимо отформатировать сейчас. Да, новая карта, все адекватно, просит отформатировать ее. Мы подтверждаем все это и делаем. Отметка даты времени, название камеры успешно отформатировано. Джойстик выскакивает поворотного управления поворотами камеры. Вот так вот камера поворачивается. Картинка сейчас выносим на улицу, я сразу вижу, что все отлично. А вот здесь у нас зумирование. Работа вот объектива, отметка на картинке, также есть градация, 5-кратный зум по максимуму. Стоит отметка по скорости поворотного устройства на тройке, на 5 поставил. Ну, это не суперскоростная камера, но вот так вот она по максимуму, я считаю, нормально. Вверх-вниз, отлично отрабатывает поворотный механизм, масштабирование, фокус, наверное. Ну, автофокус есть, и я не вижу. Но вынесем на улицу, посмотрим. Предточка. И именно тот момент, где ты вводишь пресеты, и камера там слежение, включаешь все эти моменты. Давайте по настройкам. Камера, информация ее по камере. Аудио, видео, переворот экрана. Захват видео, видеть лица ночью. Тут есть некоторые настройки, которые общие. Не обязательно, что эта камера их поддерживает, поэтому тут нужно иметь в виду. Вот что немаловажно: разрешение и выбор разрешения, которое ты можешь сменить. По максимуму вот 4К, 5, 4, там 2. Нет, 2 здесь нет мегапикселя. Наверное, до 4. Формат сжатия. 3 формата сжатия. Можно поставить аж 265 с плюсом или старый 264. По умолчанию 265 стоит. Битрейт ты тоже можешь регулировать сам. Дополнительный поток также можешь регулировать. Настройки звука, громкости. Ну, здесь только микрофон, динамика нету, но, как я вам говорил, настройки общие. Или отключить. Настройки заголовка. Камера, верхний угол. Можно надписи на картинку накладывать, прописывать свои. Там местоположение камеры, какие-то сообщения. Настройки освещенности. Инфракрасный режим, но у нас здесь только вот инфракрасные светодиоды, и яркость можно регулировать, даже их. Но это супер, отлично. Все, что, в общем-то, нужно. Тревога. По тревоге интеллектуальный анализ. Обнаружение людей. Автомобили, мотоциклы, велосипеды ставится? Да, все ставится. Чувствительность регулируешь, обнаружение. Вдруг какие-то ложные срабатывания, можешь уменьшить чувствительность. Период действия по графику или круглосуточно. Настройки зоны. Зону можешь ставить. Сработки выбираешь. Нарисовать границу зоны обнаружения. Очистить, применить. Тревожное нажатие. Что сделать? Открыть весь. Время нажатия. Ночной пользователь. Что-то связано с тревогой. Напишите в комментариях. Голос будильника. Ну, имеется в виду из динамика, но динамика в этой камере нету. Так, забыл. Видите, поставил. А применить забыл. Применяем. Тогда сохраняется то, что изменял. Тревожное нажатие. Наверное, имеется в виду сообщения тревожные по человеку и по всем тревогам стоит. Направление настройки поворота можешь поменять. Вверх-вниз поменять. Вертикальный ревес, горизонтальный. Поменять эти кнопки управления. Время синхронизации. Синхронизировать со смартфоном дату и время на камере.
Сброс к заводским установкам, перезагрузить устройство, конфигурация сети. По сети также есть настройки. Можешь зайти, посмотреть внутренний IP-адрес ее, уже ты увидел, и ты можешь этот внутренний IP-адрес ввести на компьютере в поисковой строке. И у тебя откроется веб-интерфейс камеры. Воспроизведение на карту памяти зайти, говорить динамик, сообщение и тревожная кнопка. Если был бы динамик, там звучала бы тревога. Мой XMI-евский видеорегистратор без проблем нашел камеру автоматическим поиском, определил как Hikvision. Внутренний IP-адрес соответствует тому, которому мы видели в приложении. И картинка довольно-таки качественная с этой камеры. И это бюджетный ценовой диапазон, потому что если вы зайдете на аналог Hikvision, посмотрите такую камеру с такими характеристиками, то просто цена. Удивитесь вы, насколько разница. Изначально широкий угол, и это немаловажно, именно вот в этой камере. Вы должны понимать, что эта камера не дальнобойная. Тут немного перепутано. Вот именно тот момент, если ты хочешь поменять настройки именно по управлению. Так, вверх все, да. Вверх все. И вот цифровое приближение с автоматическим фокусом. Фокусируется камера. Картинка довольно-таки качественная. Ну и тут уже ты понимаешь, что номера ты уже различишь на большем расстоянии. Кому это важно, потому что многие спрашивают, там номера. Ну вот выше она не поднимается, поэтому... Но это купольный вариант камеры, который не предназначен для работы и наблюдения за небом. Тем более зум используем, и камера вверх картинки урезается. Это купольный вариант камеры, которая предназначена для слежения сверху вниз. С потолка и налево, направо там повернул. Огромный плюс, что вот ты ее установил, и тебе не нужна там ручная настройка. У тебя полностью... Есть вариант камеру повернуть и очень-таки неплохая быстрая скорость. Видите определение автомобилей. Также приходит на XMI-евский видеорегистратор и на картинке с камеры также, смотрите, и человека отдельно определяет. Рядом стоящего с автомобилем, хотя даже глазом, вот в тени там не всегда сразу разберешь, что стоит человек. Только присматриваться нужно. А камера разбирается, вот, силуэт человека и автомобиль. Ну и, соответственно, приходит тебе уведомление по этому поводу на смартфон. То есть запись на карте памяти сохраняется. Вот уведомление одно за одним приходит по человеку, Human Detection. Если просто по автомобилю не прописывает, что автомобиль, а пишет, что, движение имеется в виду. Вот такие вот моменты по картинке. Конечно, все очень-таки прилично. Вот и... Там человек, тут человек, там автомобиль, все детектирует, все работает. С XMI-евского видеорегистратора по тревожным моментам полной совместимости нету. Полная совместимость будет с Hikvision видеорегистратором, это 100%, и с Dahua, я думаю, также. Именно по записи, по людям, именно развлечение, то есть сортировка люди, автомобили. С XMI-евским такого нету. Именно в Dahua и в Hikvision будет возможность включить там люди, автомобили. С XMI-евским, видите, только общая тревога и все. По настройкам компрессии на 16 канал. Сейчас даже стоит в 6 мегапикселях. Так показывает видеорегистратор. Можно еще 8 поставить. И 25 кадров в секунду. Также формат сжатия заменить. Возможно, что с XMI-евского не получится изменить разрешение. А с Hikvision, все полностью ты можешь управлять камерой, так как и обычной камерой Hikvision ты это делаешь. Нет, поставила 8 мегапикселей. И при этом 15 кадров в секунду, видать. И больше не поставится. Давайте 20 попробуем. То есть разрешение я еще увеличил. Переключил камеру в большее разрешение. При 8 мегапикселях 15 кадров в секунду будет. Больше не поставишь. Велосипедисты, вот видите все моменты. Велосипедиста, кстати, отмечает не так, как человека. Не вертикально, не прямоугольником, не узким, а как человека, а как автомобиль отмечает. Ввел пресет 80 прямо с видеорегистратора, вот. Прописал 80, цифру и нажал старт. Камера следит за людьми. В табличке по пресетам так и написано здесь. Turn on Human Detection, Call preset 80, Turn off
Human Tracking, 81 выключить, 80 включить, 81 эту функцию выключить. Реально работает это все вот или с видеорегистратора, или вот на компьютере сейчас одновременно запустил веб-интерфейс камеры. И также ты можешь вот здесь включать. Вопросов вообще нету. С приложения также в настройках, там где пресеты запускаешь, также вводишь эти цифры из таблички и активируешь те или иные функции. Тут все доступно, в общем-то, и круизы. Можешь в круиз камеру ставить. Активировал 99-й пресет. Горизонтал сканинг. То есть сканирование по горизонту. Камера медленно вращается, видите. До упора сканирует по горизонтали всю ситуацию. Здесь так и написано, можно различные. Двойное сканирование, то есть все прописано, пресеты, все работает. Можно с видеорегистратора включать, с веб-интерфейса, с компьютера, с приложения. Скорость сканирования поворотного механизма можно также менять пресетами. Ну, то есть табличка очень полезная для этой камеры. Перепроверил, зашел в приложение на открытие в таком вот ракурсе. Стало открываться без всяких вопросов. Вообще все очень классно. Качество. Сейчас HD стоит. Очень классная картинка. С просмотра со смартфона. Вот так поставил на подставку смартфон. Вот тебе и ведешь видеонаблюдение со звуком. Звук хороший. Вопросов вообще никаких нету. По воспроизведению с карты памяти. Внизу воспроизведение. Воспроизведение облака, если зарегистрируешься, там пройдешь все эти моменты. И воспроизведение с карты. Вот оно все здесь прописано. Гуманоида обнаружение, вот я вам рассказывал. Со звуком включаешь. В настройки ты можешь зайти, посмотреть. Сейчас у меня микрофон подключен адрес ее, уже ты увидел. К смартфону проводной, поэтому звука видно не будет слышно. А так все вот просматриваешь со звуком без всяких вопросов. Сейчас я поставил ее чисто по гуманоидам. Кликаешь. Будет несколько дней, вот выбираешь себе по числам, по календарю. Все, что сохраненное. Просматриваешь, смотришь. Увеличить, уменьшить. Именно вот эту строку временную. И вот красная по тревоге. Синяя, видать, постоянка. Да, там, где нету объектов никаких. Красные тревожные моменты. Вот я зумировал картинку. Можно так посмотреть. Ну и можно этот ролик, конечно, забрать. И сразу же в папку смартфона забираешь, там скачиваешь. Или же тут же вот запись нажать и запись сделать с просматриваемого вот ролика. Еще плюс ты запись делаешь уже на папку смартфона. Плюс еще фото сделал. Все это вот сейчас сохранится там на смартфоне. Не ожидал, если честно, что будет такая, в общем-то, неплохая ночная картинка. Без помех. Главное, что засветок нету. Пробовал регулировать я с приложения светодиоды. К этой камере это не относится. То есть с этим приложением, с поддержкой этого приложения есть камеры, которые имеют там 3 ночных режима. Белые светодиоды, инфракрасные. Именно к ним относится регулировка вот яркости здесь. В одном вот формате. Вот так вот. Они не очень яркие, эти светодиоды. Можно сказать, совсем не дальнобойные, потому что камера не дальнобойный вариант. Вот она рядом, где-то сверху вниз, как я вам говорил, осмотреть. И тогда этих светодиодов хватает. Сверху вниз вот, и нормально их хватает. А уже далеко, куда-то там, сильно далеко, то камера не для этого. Никаких вопросов, никаких засветок. Камера работает в черно-белом режиме. В цветном она также будет работать, если будет дополнительное освещение. Ну, то есть, если на лестничной площадке ты ее оставляешь, или магазин,
или офис какой-то, в основном это камеры для такие вот для использования в магазинах, где-то за покупателями следить, такое, контролировать ситуацию, то там освещение ж постоянное, она будет тебе постоянно в цвете с нормальной картинкой. На ночь уже, когда отключил освещение, она перейдет в такой вот режим. Что понравилось сразу? Определение силуэта человека на огромном расстоянии происходит. Что ночью, что днем. Просто большое расстояние, камера видит. Определение мотоциклиста, велосипедиста, автомобиля, все это работает. Если нужно, включаешь записи, ставишь, потом заходишь там на карту памяти, просматриваешь, сортируешь, отбираешь. Минус какой? Слежение есть, но я не нашел, где изменить скорость именно поворотного механизма при слежении. Скорость поворота ручного работает нормально, адекватно, вот поворачиваешь, она быстро. Но при слежении не хватает ей скорости. Скорее всего, какой-то пресет можно вводить, я думаю, что, но в таблице также нету. И скорость будет меняться именно при слежении. Так она вроде бы раз хочет успеть, но очень медленно, очень плавно это все происходит. Где-то настройка по скорости должна быть. Вот это основной минус, что я нашел. А так камера работает без проблем, POE 48 вольт, то есть все надежно, все нормально. Аудио, картинка хорошая. Поставил я ее в 6 мегапикселей и 25 кадров в секунду, чтобы картинка была более плавная. Меня эта картинка, качество именно с этим разрешением вполне таки устраивает. И я думаю, что это оптимальный вариант. Кому нужно 8, ну ставь 8. Но при 15 кадрах в секунду, ну как обычно, камеры сейчас многие и брендованные, и дорогие, имеют такие характеристики. Вот идет человек, она его там увидела, силуэт, отреагировала, прислала уведомление. Уведомления приходят, сразу по человеку я поставил, то есть я знаю, что в зоне контроля камеры человек, если появляется, ничего лишнего. Именно человек, камера мне присылает уведомление. Но вот видите, слежение таким образом произошло. На сегодня все. Кому нужна эта камера, показал вам без приукрас, как оно работает, поделился впечатлениями. По закупке отдам в Украине по цене AliExpress, отдам тебе, кому нужно, с Hikvision, то есть у тебя видеорегистратор Hikvision, например, идеальный вариант. Ну и кого такая камера устраивает именно как одиночный вариант, можно ее брать, потому что у нее есть слот для карты памяти. Она хранит в себе информацию, такая себе мини-система видеонаблюдения. Ну и в большой системе также она будет работать с разными камерами. Всем удачи, до следующих видео. В Telegram заходи, там вся информация. Ну и комментарии оставляй обязательно. Все ссылки в закрепленном комментарии.